Всем привет! Я в лесу, в зимнем лесу, декабрь, близятся уже новогодние праздники. Снега у нас не особо много, поэтому я решила просто прогуляться. Ну тут вот тропинок нет, снега. Ну так по снегу прям иду. Вот, в районе платформы 39 километр. И тут я нахожусь у истоков реки Грузинка. Туда вот мне надо топать. Без тропинок. Хочется просто посидеть у костра, поготовить еды, погулять по такому вот сказочному, припорошенному снежком лесу. Вот. Такие тут звериные следы только встречаются. Человеческих пока не видел. Пару недель назад была здесь. Ну, фоточки, может, кто видел вот этого места ВКонтактике. Сейчас снега уже побольше. Ну и тут вот, да, кто-то, видимо, ночевал. Так вот, сделали такой шалашик небольшой. С такими стоечками. Причем тут вот на гвозди даже забили. Да, темно еще. Ну, сейчас еще раннее утро. Специально пораньше выехала, потому что сейчас рано темнеет, поздно светлеет. Надо по максимуму использовать световой день. Из деревни собак слышно. Лают. А живность тут бегает. И следов много. Иду по заячьей тропе. Вот им тут легко было проскакать. Да мне тут тоже, в общем-то, нормально можно пройти. Прям очень красиво. Нашла местечко. Сейчас вот здесь буду этот костерочек, готовка, все такое. Там электричку слышно. Тут такая хорошая слышимость из-за того, что много болот. Разносится звук хорошо. Фух, в процессе заготовки дров. Тут это пилю. Решила немного перекусить, а то я с утра не евши. И вечером что-то я не ела. Вот. А сейчас уже почти 12. Вот. И что-то это голова начинает кружиться. Надо это тут хоть сахар поднять. Шоколад на морозе это нечто странное. Ну, то бишь, фиг разгрызешь. Я помню как-то, как я в зимние походики сникерсы брала. На утро их открываешь, и все, зубы вот так, и все. Дальше не идет. Камешек. Тихонько развожу костерок. Дрова. Красота. Топлю водичку, чтобы чай сделать. Снег. Этому сосисочки можно делать.
Супец и сосиски. Мой обед. Сейчас еще, может, картошечку в углях запеку. Все, костер потух. Я покушала, объелась даже. Вот. Сейчас выдвигаюсь обратно. Пока не стемнело, надо дойти до станции. Фух, как я объелась. Кошмар. Еще еда осталась. Не знаю, зачем я столько взяла. Просто хотелось поготовить на костре. Вот, супец вкусный получился. Картоху с собой взяла. Ну, то есть, как бы я ее в углях сделала, но уже не лезет. Такие вот тут выворотни встречаются. Причем тут раз выворотень, два. А там вот большая такая болотина. Тут, в принципе, лес такой сильно заболоченный, поэтому и выворотней много. Вот. И такие вот поваленные деревья. Через них перелазить приходится. Такая нагрузочка небольшая. Тут прям какие-то заячьи игрища были. Следов столько. И свежие есть. Много живности в лесу, потому что людей нет. Ну, под таким вот завалом кто ж ходить-то будет? Просто 2 стены. Можно в угол встать. Ура! Я вернулась к ручью. Долго блуждала по лесу. В таком лесу сложно достаточно ориентироваться. Там завалы постоянные какие-то. Перелазить приходится через какую-то жопу. Вот там, например, очередная жопа. Но мне через нее не надо. Мне в другую сторону. Фух, хорошо, что у меня есть навигатор. Иначе я бы тут нафиг это заплутала. Не, ну примерно выйти можно было бы. Я там вот к болоту вышла. По колено стала проваливаться в хлам. Вот у меня что-то ботиночки такие. Снег туда наваливается. Весело. Вот. Такая подумала, что не, по болоту я не пойду. Вернулась в лес и вот тут нашла ручей. Ура! Сейчас на станцию.